Ребята, всем большой привет! Сегодня смотрю, а моя Каринушка открыла все бутончики. Девочки, смотрите, на одном цветоносе это домашнее цветение. Видите, оно характерно, его ни с чем не спутаешь. Вот такие вот вниз у меня не спадающие. На одном цветоносе 4 цветочка. Посмотрите, как оно выгорело, девочки. Видите? Первый цветочек, последний бутончик такой яркий. Ой, крупный цветок, девчонки. Такой, смотрите. Ой, такой богатый, богатый такой. А этот вот, видите, вот такой вот. Ну, выгорает, выгорает девочка. Выгорает. Африканский закат. African sunset. Или как правильно? African. African. African, говорю, African. А здесь вот они более яркие на этом цветоносе. Но только 3, девочки. Только 3 цветочка. Но красивые. Вот люблю я ее, люблю. Вот она такая нежная. Не знаю, знаете, карамелечка, цукерочка. Цукерочка, красуня. Ну и такое вот у меня ощущение, что может быть, видите, может быть она потом... А ну поверни личико. Ой, они все в разную сторону. Может быть, даст еще бутончики. Девочки, ну вот такое вот скромное цветение Карины в этом году у меня. Смотрите, 7 цветочков. Ну, я довольна. Довольна и этим довольна. Пересыхает тоже быстро. Тут у меня рядом радиатор. Это беда. Просто беда. Очень быстро все пересыхает. Сейчас немножечко сверху полью. Там водичка есть. Но она хоть там есть, но все равно там уже сухо. Так, девочки, посмотрите. Посмотрите на эту прелесть. Хочется развернуть все цветочки. И нет такой возможности. Потому что они все в разную сторону. Вот такие вот красопеты. Ой, девочки, вот мне тут знакомая недавно, если смотришь видео, Нета, привет тебе, показала, что тоже приобрела эту красотку. Я прям порадовалась. Но действительно, этот сорт такой замечательный сорт. Замечательный. Но цветет каждый сезон. Вот проблем с цветением у меня нет. Вот она цветет. Единственное, что я, конечно, думала, что в этом сезоне у меня, когда я увидела вот такие вот цветоносы, думаю, ну сейчас как нарастит мне бутонов. Нет. Решила дать мне только 4 цветочка и здесь 3. Ну ладно. Сейчас я вам покажу, еще вот рядышком стоит леодорка. Покажу, что там она нараспускала. Сейчас я их перетасую тут на полочке, уберу эту наверх и покажу вам леодору. Она просто, она обалденная. Девочки, у нас остался все еще один бутончик. Но какие ж мы красивые здесь, какие мы пахучие. Мы такие вообще богатые, мы богатые. Посмотрите на эту роскошь. Это какой-то, знаете, не знаю, это роскошь. Это праздник. Это праздник. Я просто балдею от ее этих фиолетовых неоновых язычков. Ну просто вообще. Но он реально неоновый. И у него посерединке такая, видите, как показать, ребро есть такое вот выпуклое. Губа вот такая, как вы знаете, вот у нее все в геометрических формах выдержано. Прорисовка нижней сепалии. Вот губка такая тоже ромбообразная, как ромбик, да? Как ромбик. Класс. Девочки, пахнет. Летом, конечно, пахнет лучше, потому что солнца больше. Но вот даже под лампами не сильно она и благоухает. Ну, есть запах. Я сегодня прям хожу, нос свой туда помещаю в центр цветка, нюхаю, вообще классно. Девочки, держит бутончики, такая, вернее, цветочки, такая умница, такая трудяшка. Конечно, вообще, роса тут у нее, гутация на цветоносе.
Полила я ее недавно. Еще она мокренькая, корешки у нее вкусные. Тоже, девчонки, смотрите, какие вкусные корешки у нас в мох растут, девочки. Ей нравится. Открываю вам такую свою тайную секретную тайну. Ей нравится мох. Не бойтесь поливать, если в мох посажено, ничего там страшного. По чуть-чуть, вот я прям сверху, у меня тут немножко неудобная посадка, я сверху сюда поливаю, и все нормально. Не знаю, что буду делать дальше, я вам уже говорила, с этой посадкой. Но пока растет, вон там целое кубло корней нарастила. В коре сидела, девочки, не цвела, не росла. Но тут же у нас еще малеча. Посмотрите, видите? Дитё. Я вам уже показывала. Прям хочется показывать и показывать. Вот детка. У детки один листик маленький вот такой, видите? А второй такой уже взрослый. Я себе думаю, если будут вдвоем расти в одном сосуде, то представляете, если они вдвоем зацветут. Девочки, у меня немножко с дикцией не очень хорошо. Хожу к стоматологу. Ой, сейчас я вам расскажу. Сейчас я вам расскажу. Сейчас вот вам покажу еще раз эту красоту и расскажу. Ну, вы знаете, стоматологи-дантисты – это ж наше все. Сегодня меня расстроили, мне надо идти к хирургу, прощаться с одним зубиком. Ну, такое вот бывает. Не досмотрела, зуб придется удалять. Но не будем о грустном, не будем. Все будет хорошо. Так, вам сразу показываю соседушку. Это Джулька. Джулька, тут я вам уже показывала, она там мутацию выдала. Так, а ну-ка, 4-й цветочек, надеюсь, не раскрылся мутантиком тоже на этой стороне. Девочки, это обняться и плакать. Не, ну это надо отдельное видео снимать. 4-й, так, сейчас. Было по 4 бутона. И вот 4-е бутоны вот так пораскрывались. Ну это надо, видите? А что это такое? Я вообще в шоке. Ну, я думала, ну, один. Но именно последний, 4-й, открылся вот таким вот мутантом. Ну, девчонки, в этом видео вам покажу. Отдельно не буду снимать. Да я знаю. Посвятить ролик этой мутации. Не, ну я пропишу в названии, вы увидите. Зайдете, посмотрите. Но вы уже зашли, уже я вам рада. Девочки, ну гляньте, вот один такой мутант, вот второй. Обалдеть. А ну напишите мне, девчонки, вы такую странность видели? Вот соседний цветочек нормальный. Но я вот показывала вам видео до этого. Я так себе предполагала, ну один там, ну бывает. Но чтоб синхронно на 2 цветоносах и именно последние бутоны открыть вот в таком вот виде. Ничего. И вот здесь губы нет, видите? И здесь губы нет. Ну, вообще нонсенс какой-то. Я не знаю, девочки, вы встречались у Джулии с такими мутациями? Я что-то вот, она у меня аж первый раз зацвела. Я не понимаю, почему так. Так что вот такие вот бывают чудеса, девчонки. Вот так вот. И они, главное, смотрят вот туда. Вот так она у меня стоит в ту сторону. Вот эти бутоны недоразвились. Вот так. Тот и тот. Сейчас я вам покажу еще одну миленькую орхидейку. Показывала я вам ее или не показывала. Посмотрите. Такая нежность. Посмотрите, девочки. Это у нас азиатская орхидея. Я вам, наверное, уже показывала. Я ее заказала как змеиную кожу, рассказываю вам постоянно. А пришла вот такая вот а-ля фламинго. А может это фламинго, я не знаю. Девочки, кто знает, напишите. И вот продолжает цветонос фламинго мой. Ну, очень капризная, девчонки, капризная. Вот прошлогодний цветонос, а она его не засушила. Я его обрезала, вот он так и торчит. Думала сегодня пролить, но после прошлого раза она еще влажненькая. Это не ее горшок, я из мха ее пересаживала. Ой, корни активные.
Ага, все, уже активность корней началась. Вот это тоже активный. Смотрю, она еще, видите, влажная. Думаю, нет, еще пару дней постоит. Она в чужом горшочке. Я ее в кору пересадила. Адаптация шла долго. У меня все время почему-то после мха идет долгая адаптация. Ну, кроме леодорки. Так, а ну-ка давайте с леодорой вместе. Они в одном таком вкусном вкусной цветовой гамме. Посмотрите на эту красоту. Класс, да? Вот вкусные какие. Вот я прям не знаю. Ну, вкусные, вкусные, привкусные, неоновые. Ой, девочки, обняться, обняться и плакать от счастья. Такая красота. Ну, Джулька меня, конечно, сегодня удивила. Ага, сейчас вам еще спущу сюда вот эту малявку. Ага, разбавим, разбавим. Вот такой вот красотой малюпусенькой. Это моя Pink Dream. Ну, похожа на нее, по крайней мере. Реанимашка, но она уже нормально себя чувствует, уже хорошо. Но пока 4 цветочка, вообще должно быть облако таких цветов. Ну, пока так, пока скромно. Девочки, и жду злючку свою. Ждем, 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 бутончики. Мы растим. Это все вот эти мои последние 3 орхидеи от Ольги Вовк. Спасибо, Оля, вам. Хорошее качество у Ольги Вовк. Это я подтверждаю. Но единственное, вот это у меня немножечко такая, она более, ну, может, сорт менее стойкий. Ну, с ней все в порядке, но там как бы она 1,7. Она вообще была в маленьком стаканчике. Я пересадила. Это Квин. Какая-то королева. Ну, пока она еще там никаких цветоносов, ничего. Нам надо корешки нарастить, листики. А потом уже будем про цветоносы говорить. Но это сразу пришла с цветоносом, злючка, злюхочка. Так, я полила, девочки, вот сюда в крышечке наливаю водичку, мох подтягивает. Тут у нас корешки активные. Ой, что-то я тут, мне кажется, перестаралась. Но ничего, прям влажно, влажно. Они тут у меня стоят 3 штучки. Девочки, там на подходе у меня еще парочка интересных орхидей. Но, по-моему, наверное, через пару недель они приедут. Пока еще только предзаказ. Еще даже не все оплатила. Тоже азиатские. Что-то меня потянуло на азиатские орхидеи. А это ж Рейнбоу. Или как? Да, Рейнбоу. Радуга. Радуга. Это биглип. Тоже такой тяжелый, но тоже корни в активном росте. Тут на крышке стоит у меня вот такие красотки. 3 на нижней полочке у меня здесь живут. Так, девчонки, еще раз вам показываю жительниц этой полочки. Ну, у меня просто рассредоточенные орхидеи по березкам, по подоконникам сейчас. Поэтому здесь как-то так на полочке нету скученности. Потом они когда... Я просто люблю, когда орхидея зацветает, она мне нравится, я ее тащу на видное место. Вот сейчас у меня на кухне, там они все стоят. Потом, когда они отцветают, они уже на свои места возвращаются. Вот, кстати, да, Леодора может продлить цветонос. Девочки, Леодора это что-то. И Джулька тоже. Ну, конечно, по сравнению с Леодорой, Джулия, можно сказать, не ароматит. Но там какой-то есть аромат, но он такой тонкий-тонкий, еле едва уловимый. А Леодора, конечно, ароматит, будь здоров такая. Цветонос у нее такой крепкий, прям палка такая обалденная. Нравится мне эта красотка. Девочки, покупаем Леодора. Ну, не в смысле, не у меня покупаем, а вообще, когда видим, берем Леодору. Мне так нравится такой плотный цветок. Вообще плотный-плотный. Клевая. Ну, эти малявки тоже классные. Ой, девчонки, обнимаю вас крепко-крепко. Всем мирного неба, всем крепкого здоровья, цветочного настроения, весеннего настроения. Всем до скорых встреч на моем канале. Пока-пока.